Краков – второй по величине город в Польше, центр Малопольского воеводства. С 1038 по 1596 год здесь город был столицей Польши, а после перехода этой роли Варшаве еще до 1734 года Краков оставался местом коронации польских королей. Весь исторический центр города занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь можно найти остатки крепости 15 века, 39 костелов, много часовен, 25 монастырей, 7 синагог. Из-за обилия достопримечательностей старины, которыми богат Краков, его иногда называют «польскими Афинами». Для патриотов в период раздела Польши с 1795 по 1918 годы Краков, как памятник величия государства и героических подвигов прошлого, был, кроме того, польской Меккой, местом паломничества. Когда был основан Краков, достоверно неизвестно, но уже в 1000 году Болеслав Храбрый основал в этом городе епископскую кафедру. По третьему разделу Польши в 1795 году Краков перешел под власть Австрии. В наполеоновскую эпоху с 1809 по 1815 годы принадлежал к Варшавскому герцогству. По Венскому трактату Краков был сделан вольным городом. Город-республика начал богатеть и расти. Он оставался надеждой утраченной польской государственности и притягивала всех, кто тяготился пребыванием в зависимых городах Польши. Но в 1846 году его все же включили в Австрийскую империю. Лишь в 1918 году после воссоздания Польши Краков снова стал польским. Недолгий период независимости Польши сменился тяжелой фашистской оккупацией с 1939 по 1945 годы. 18 января 1945 года войска Первого Украинского фронта вошли в город, который, в отличие от Варшавы, практически не пострадал во время войны. Рыночная площадь Кракова, или Рынок Глувны, одна из крупнейших средневековых площадей Европы. Ее размер 200 на 200 метров. Возникла она в 1257 году по локационному плану, призванному разделить город, центром которого она должна была стать, на строгие квадраты. Это планирование сохранилось и до наших дней. Обрамляющие площадь здания были построены в XIV-XV веках, а нынешний вид обрели в XVII-XIX веках. Почти каждое здание здесь имеет свое собственное имя. Оглядитесь вокруг, и вы сможете увидеть дом под Эфиопами, дом под Орлом, дворец под Баранами, дом под Золотым Карпом, дом под Иконой, дом под Ящерицами и даже дом под Отрезанной головой. Дело в том, что в стародавние времена нумерации домов не существовало, и горожане отличали один дом от другого по декоративному убранству на его фасаде. Сегодня Краков привлекает внимание миллионов туристов Западной и Восточной Европы. Остается местом, где находятся святыни, бесценные для каждого поляка.
теперь полюбуемся основными достопримечательностями Рыночной площади. Это Ратушная башня, костел Святого Войцеха, здание бывших суконных рядов, памятник Адаму Мицкевичу, исторический музей и, главное, ее доминанта – Мариатский костел. Сукенницы – суконные ряды. В средние века рыночная площадь Кракова была разбита на участки, где стояли торговые ряды разного рода ремесленников – кожевенников, гончаров, кузнецов, плотников. До нашего времени сохранились лишь ряды суконщиков, и сейчас это одна из главных достопримечательностей Кракова. Первое здание суконных рядов было построено здесь в 1300 году королем Болеславом Стыдливым. В 17 веке к нему были пристроены лоджии с колоннами, а в середине 19 века – стрельчатые неоготические арки. Сегодня первый этаж сукенниц занимают сувенирные лавочки, кафе и рестораны, а на втором действует галерея польского искусства XIX века, которая является филиалом Национального музея Кракова. Если обойти суконные ряды справа, то вы окажетесь у дома номер 35, расположенного в северном углу Рыночной площади. Иногда это здание называют «Дворец под Христофорами». Это один из прекраснейших дворцов Кракова. В разное время здесь жили король Ян Казимиш, король Михаил Карыбут-Вишновецкий, князь Юзеф Понятовский, премьер-министр польского эмиграционного правительства, генерал Владислав Сикорский и даже русский царевич Павел, будущий император Павел I. Сегодня здесь находится исторический музей Кракова. В музее собрана коллекция различных предметов 17-20 веков, связанных с историей Кракова. Жемчужиной коллекции является собрание краковских шопок, рождественских вертепов, изготовленных жителями города.